looking at the word logos, for example. Давайте посмотрим, например, на слово логос. Yes, and so in English we could translate that 51 different English words for that. На английском языке слово логос можно перевести, используя 51 возможное значение. And so you don't get to pick all of the definitions in one context. И вам в одном контексте не нужно выбирать все там 50 значений. Вам нужно впихивать все эти значения. Only one of those words fits the context. Только одно из этих значений сходится с контекстом. So the question is you have to pick one of them. Поэтому вопрос в том, что какое из 50 вам выбрать в данном контексте. And the correct word is defined by the context. И подходящее слово определяется, подходящее значение определяется контекстом. Now let's look at a word that has theological implications. Давайте рассмотрим слово, которое несет определенное богословское значение в себе. And this is going to be the word works. И давайте рассмотрим слово «дела». And so we're going to look at Paul and James and how they use the word differently. Мы рассмотрим слово «дела» в посланиях Павла и в послании Якова и увидим, как по-разному они используют эти слова. So let's look at Paul, first of all, in Romans chapter 4. Давайте рассмотрим сначала Павла, Римлянам 4 глава. Somebody read verses 1 through 8. Кто-то прочитайте стихи с 1 по 8. Probably one of our more famous passages, I guess. Наверное, скажем? один из наиболее знаменитых отрывков. Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не пред Богом. И пошло предписание, поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему меняется не по милости, но по духу. Дальше, до 8. До 8. Ну, кто там еще? Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. All right, so what's the broad context of this passage? Какой такой широкий, общий контекст этого отрывка? Спасение по благодати не по делам. Salvation by grace, not by works. Correct. And who is Paul's example? И кого Павел ставит в пример? Abraham. Abraham. Now, verse 3 is a reference. You remember what reference that is in the Old Testament? Стих 3, да, на какое место из Ветхого Завета ссылается здесь Павел? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Genesis. А где именно? Там 12. 12, or дальше чуть-чуть. 15:6. 15 глава, 6 стих. And by the way, as you're looking for a good Bible to use, И, кстати, если вы ищете для себя хорошую Библию, one that has cross references is excellent. используйте те, где есть перекрестные ссылки. Ну, обычно у нас почти везде. So let's see. So, for example, if we look over here, I've got Genesis 15:6. Да, ну вот у меня здесь, там, даже в программе, да, Бытие 15:6. And so this helps us realize the context Paul is developing. И это помогает нам понять, в каком контексте Павел развивает свою мысль. Now, in this passage, Paul is clearly separating faith and works. В этом отрывке Павел совершенно однозначно разделяет веру и дела. In fact, work is the opposite of faith. И в этом отрывке мы четко видим, что дело является полной противоположностью веры. So if I'm working, I'm not believing. If I'm believing, I'm not working. То есть, если я делаю, то я не верю. Если я верю, то я не делаю. Now, what is the theological concept Paul is dealing with? I think we said it already. Но какая богословская концепция в данный момент разрабатывается Павлом? Какую концепцию богословскую он сейчас разъясняет? Salvation by grace. Correct. And so verse 6, here at the end, Стих 6, да? Посмотрите, we're здесь в talking конце. about God crediting righteousness Говорит to о someone. Боге, который вменяет праведность, независимо от дел. So there's no human works involved. То есть никаких человеческих дел здесь вообще не участвует. Like imputation or phase 1 of salvation. Correct. Mm-hmm. Yeah. Доктрина вменения или первая фаза спасения. Now recognize what we're doing here is we're getting into correlation
or Обратите внимание, interpretation. что только что сделал Андрей. Mhm. Третий этап уже, да, то есть сопоставление, согласование как бы доктрин. So now we want to look at James. Теперь давайте рассмотрим Иакова. It's that infamous passage of James chapter 2. Знаменитый отрывок в Иакова 2 главе. Of course, Martin Luther did not like this passage. Конечно, Мартин Лютер этот отрывок не любил, но... All right. So we're going to look here at James 2:14 particularly. Посмотрим Иакова 2 глава, 14 стих особенно. So read verse 14. Прочитайте кто-то 14 стих. Что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? That's right. So now works, if you have no works, you're not saved. То есть теперь уже, если дела у тебя нет, то ты не спасен. So now we must be talking about something different, Теперь correct? мы даже вроде бы говорим о чем-то совершенно другом. Because the Bible isn't contradictory. Поскольку Библия не может противоречить сама себе. До этого, если есть дела, то ты не спасен. А здесь уже у Иакова, да, у Павла, а здесь у Иакова, если нет дел, то ты не спасен. So now look at verse 21 and read verse 21 through 24. Но теперь посмотрите стих 21 и прочитайте стихи с 21 по 24. Делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И он наречен другом Божьим. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? So Abraham is the example once again. Снова Авраам используется в качестве примера. Let me jump down there. Now where is that quotation from? No, In verse 23. Откуда здесь цитируется в 23 стихе? С какого места Ветхого Завета цитата в 23 стихе? From the same place. Correct, same place. I think that you need to ask about the whole episode where it happens. Oh, correct. Подождите, нет. That's right. So in verse 21, В стихе 21 he's talking about something different, correct? говорится о каком-то другом эпизоде из жизни Авраама, не правда ли? So in verse 21, В стихе what is he referring to? 21 на какое событие жизни Авраама указывает Павел? То, что Авраам покорился желанию. Да, when he put Isaac to the altar. Correct, and that's Genesis chapter 22. Да, и это Бытие 22 глава. Вот вся эта история с Исааком и ягненком и так далее. So about how many years difference was that? Какая временная разница между Бытие 15 главой и 22? Он уже был спасен по вере. So, a lot of years, and he was already saved in Genesis 22. Very good, that's right. So At least about a 30 years. 50-year difference. 50 лет на самом деле. So 50 лет разницы. this verse right here, То есть вот этот стих, it says it was fulfilled. 23, говорит, что Писание исполнилось. Now, when Abraham believed, Genesis 15, Когда Авраам поверил, в Бытии 15 главе еще, that's when he left Ur of Chaldees and came over. это тогда, когда он покинул Ур халдейский и пришел в землю Ханаан. About 75 years old. Где-то ему 75 лет было на это время. Now, when he sacrificed Isaac, Но когда он принес уже в жертву Исаака, Isaac may have been 30 years old. He was at least old enough to carry the wood up the mountain. да, то есть Исаак был уже, как минимум лет 13, может быть даже больше, потому что он был в состоянии уже тащить дрова на гору. Of course, Подросток Abraham. обычно это даже не может уже 30 было. So he was 100 years old when Isaac was born. То есть, понимаете, да, Аврааму было уже лет 100, когда Исаак родился. So now maybe Abraham is 130 years old. То есть Авраам уже на этот момент может даже 130 лет. So 50-55-year difference То есть between these days. разница 50-55 лет между этими двумя эпизодами. So now, 50 years later, he's justified by works. И вот теперь, 50 лет спустя, Авраам наконец-то оправдан делами. So now we have a problem here. И теперь у нас проблема. Because we have this concept of justified being added. Поскольку вот эта концепция оправдания добавилась.
Now, if you're thinking corollary, theological terms, И если вы уже мыслите, так сказать, на третьей стадии, богословскими терминами, согласовывая одно с другим, what's the doctrine of justification about? что подразумевает доктрина оправдания? Что это такое? То есть мы говорим о том, как обычно в богословских кругах используется слово оправдание. И слово оправдание обычно используется для обозначения первой фазы спасения, как синоним возрождения там, и так далее. Применение. Но это не определение слова оправдания в общем смысле. So theologically, we as Christians have given that word a definition. То есть мы, как христиане, просто слово оправдание дали богословское значение, богословское определение. But this word has a more basic meaning. Но у этого слова есть более широкое, более общее значение оправдания. Now look at Deuteronomy 25:1. Смотрите Второзаконие 25:1. Now we have this concept here. Вот здесь есть уже эта концепция. And this goes back to the heart of the concept of justify. И этот стих указывает нам на самую сердцевину, самую суть вот этой концепции оправдания. So if you look at Deuteronomy 25:1, somebody read that one, please. Второзаконие 25:1. Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят. So this concept is a righteous person can be justified. И концепция здесь в том, что праведный или правый в суде человек может быть оправдан. Or an unrighteous person can be justified. Но также в суде и неправедный человек может быть оправдан. And all of that is based on a decision by a judge. И все это зависит от решения судьи. So basically this concept of justify means he's not guilty. И концепция оправдания подразумевает, что судья признает человека невиновным. So now we have to understand the context of this declaration not guilty. И поэтому нам сейчас нужно понимать контекст вот этого провозглашения человека невиновным. So in Genesis 15, was Abraham righteous or В unrighteous? 15 главе Авраам был праведный или неправедный перед Богом? Неправедный и стал праведным. Unrighteous. Correct. He was unrighteous and God declared him В justified. Бытии 15 главе Авраам был неправедным, и Бог провозгласил его праведным. And he was imputed righteousness by God. И ему была вменена Божья праведность. In Genesis 22, В Бытии 22 главе was Abraham righteous or unrighteous when he sacrificed Isaac, or был just ли beforehand? Авраам праведен или неправеден, когда он приносил в жертву Исаака, ну или перед этим? Авраам уже практиковал праведность. He was righteous. He was a righteous man already. Да, он уже был праведен. So now God declared a righteous man И justified теперь Бог провозглашает праведного человека оправданным by works. делами. So we see there's two different contexts in these two То passages. есть мы в этих двух отрывках видим два разных контекста. An unrighteous man can't be justified by works. Неправедный человек не может быть оправдан делами, A righteous man is justified by works. но праведный человек оправдывается как раз-таки делами. So we have two different contexts. Поэтому два разных контекста. And the problem with the Romans-James issue И проблема, на самом деле, выдуманная между противоречие между как бы Иаковом и римлянами, is we have three words with multiple definitions. в том, что есть три слова, которые используются с разными значениями в этих двух произведениях. We have to save. Во-первых, слово «спасение» или «спасти» используется в разных смыслах. We've already talked about sozo a little bit. Мы уже говорили немножко о слове «содзо». Justify, Во-вторых, слово «оправдать» или «оправдан». and now works. И в-третьих, слово «дела». Works and faith, how they're related. Ну, даже дела и вера, да, и как они связаны. So sometimes a passage is very complicated. И поэтому порой отрывки могут быть очень сложными. So you can see where theologians can have problems. И вы уже видите, да, из-за чего у богословов могут быть противоречия и проблемы друг с другом. So if we understand the context properly, then we can see that Paul is correct
and James is correct. Если бы мы правильно понимали контекст, то мы бы увидели, что и Павел прав, и Иаков прав. And there is no conflict. Нет никакого конфликта. Now, one thing that we may add to this discussion И что еще мы можем добавить к этому вопросу? is that James is probably the earliest New Testament epistle. Это то, что послание Иакова, скорее всего, самое раннее послание Нового Завета. When we look at the historical context now, Когда мы, то есть мы сейчас уже смотрим вообще на исторический контекст. and James is writing about 45 AD. Послание Иакова написано примерно в 45 году нашей эры. Now, Romans chapter 4 was probably written in the 50s. Римлянам 4 глава написана, скорее всего, где-то уже в 50-х годах нашей эры. I believe that's Paul's second missionary journey. То есть тогда уже во время второго миссионерского путешествия Павла. Yeah, probably Or second. third. Is it second or Maybe. third? Oh my goodness, I Uh, forgot. Sorry maybe about that. third. I may be wrong on that Может one. быть, даже позже, может быть, даже I во think время it's уже probably his third. третьего, да. So, we have two different time frames. Поэтому два разных временных периода, два разных промежутка. As far as the audience goes, who's James writing to? Касательно аудитории, кому пишет Иаков? You know a little bit about James? Jews. Jews in Jerusalem. Correct. So Евреи. the Jews in Jerusalem, Евреи в Иерусалимской церкви, в Иерусалиме. would these guys be saved? What is he talking about? So are they saved? Yes, Да, are то есть they saved? аудитория Иакова, это спасенные люди, и кому он вообще, к кому он обращается? He is writing to save, to believers. Correct. Совершенно верно. And what's their problem? И в чем проблема спасенных людей, евреев в Не Иерусалиме? проявляет веру. They do not show their face. They don't. That's right. They don't act like Christians. Они не ведут себя как христиане, будучи спасенными. Now I can understand that there's a lot of pressure in И Jerusalem. я, конечно, могу понять, потому что много давления в Иерусалиме. And there's a little bit of persecution. Немножко гонений, There's famine. там голод, Jews are after them, the unbelieving Jews. евреи неверующие за ними гоняются повсюду. So he's encouraging Christians to act. И Иаков, он ободряет христиан жить, поступать как христиане. Now in Paul's missionary journey, when he's in Corinth, Но and he writes the book of Romans, в посланиях Павла, когда Павел находится в своем миссионерском путешествии, да, и он оказался в Коринфе, и он пишет письмо в Рим. what's Paul doing? Что делает Павел в этот момент? What's the purpose of the book of Romans? Какая цель послания к римлянам, когда Павел пишет его там, из Коринфа в Рим? С какой целью он это делает? Там і підбадьорити To тих encourage these Christians, пояснити їм про гріх, to explain the doctrine of sin to them, Все концепты. Там вообще, да, обновляют от начала и до конца всю доктрину. to explain the gospel doctrine from the beginning to the end. Very good. Excellent. Excellent. Да. And probably part of that background is Paul is preparing to go to Spain. Ну и, скорее всего, часть еще исторического фона в том, что Павел готовится отправиться в Испанию из Рима. Where was his base of operations for the 3 missionary journeys? Какая была его миссионерская база для первых 3 миссионерских путешествий? Какой город? What city? Antioch. Yes. And so to go to Spain, he needs a new base. He needs a new city. Для того, чтобы отправиться в Испанию, это уже далековато от Антиохии, ему нужна новая база, ему нужен новый город. где So можно he's telling укрепиться. the Christians in Rome, I'm Orthodox. И он говорит, You know the context. Not Greek Orthodox. говорит христианам в Риме, ребята, у меня правильная, ортодоксальная, хорошая доктрина. So he's dealing with regeneration, salvation in that term. И он им разъясняет, как он рассматривает возрождение, спасение, ну, как мы говорим, на первой фазе. So James is dealing with salvation in terms of sanctification. Поэтому Иаков, он имеет дело со спасением во второй фазе, со освящением. Paul's dealing with salvation in terms of regeneration. Павел имеет дело со спасением в первой фазе, ну, возрождение или оправдание, как мы говорим. And again, I try and stay away from the word justify because it has 2 meanings. И опять же, я стараюсь вообще держаться подальше от слова оправдать и оправдание, потому что у него есть 2 значения. Actually, justify has 1 meaning. It means to declare righteous. Ну, на самом деле, значение у слова одно – провозгласить праведным или The problem провозгласить is- невиновным в суде. Am I declaring a righteous person righteous, or am I declaring an unrighteous person righteous? Проблема в том, что провозгласить невиновным в суде можно и праведного, и неправедного.
Тут уже от судьи зависит. And so, all right, let's look at this verse here. Давайте John посмотрим 8. на этот стих здесь, Иоанна 8 глава, 31-32. And we're going to focus on verb forms. И мы сосредоточимся на формах глаголов. So we're going to concentrate on the Greek verb forms. And y'all are familiar with То this. есть мы сейчас Yes. сфокусируемся на формах греческих глаголов. Вы все, я надеюсь, в курсе примерно. Imperfect, aorist, present Вы tense. знаете, да, что такое там в настоящее время, что такое время перфект, аорист. Мы догадываемся примерно. So they did not get deep into that, but they know a little bit about it. Okay, all right. So you know what I'm talking about. То есть вы хотя бы примерно, надеюсь, представляете, о чем я говорю. Okay, so read the verse Поэтому прочитайте, пожалуйста, стих and concentrate on the verbs. и сфокусируйтесь на глаголах. Сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина делает вас свободными. То есть глаголы сказал, So the verbs are he said, пребудете, и познаете then you, if you hold, и сделаете. then you will know, and the truth will set you Одно free. закончено действие сказал, а все остальные One action is finished, and other are like the future. Какое законченное? All right, so let's. He said is like finished. Yeah. So here we go. So here's our Greek verbs. And Итак, so вот here's наши the verbs in греческие bold. глаголы. Вот глаголы жирным выделены. Now let's zero in on that. Just see where that is in your Bible so that you can understand it. Да, ну и давайте посмотрим, как это в вашей Библии, чтобы вы могли понять. So these are the verbs. Now the first one is imperfect. И вот первый это у нас imperfect, сказал. So Первый глагол. he said. Он сказал. What's our passage? John 8. It's John 8:31. Okay. So this is actually was an imperfect tense. Was saying. I guess however you translate То that. есть время imperfect, да? Так говорится. But imperfect is in the past. То есть imperfect это что-то было сделано в прошлом. And the way you would compare the imperfect to the aorist is like aorist is a photograph and the imperfect is like a movie camera. Да, и как вам сравнить, например, вот imperfect и аорист? Оба о прошлом, но аорист это как фотография. Вот что-то сделано и все, момент. А imperfect это как видеосъемка, да, вот что-то продолжающееся. And so imperfect has several uses. And so whenever you want to look in the past and see an action developing, that's when you use imperfect. То есть imperfect он используется в тех случаях, когда вы смотрите на прошлое и видите развитие действия. Вот в таких случаях обычно используется вот это время imperfect. Или в английском это continuous. It's a continuous time in English. Correct. And so sometimes you may translate this, he kept on saying Да, this many times. Иногда можно переводить это даже так, что тогда говорил Иисус к уверовавшим. То есть он говорил это неоднократно, да, он говорил это многократно. Now he's talking to people who had believed. И он говорит людям, которые уже уверовали, к уверовавшим в него иудеям. So this is a perfect tense. И это причастный оборот в время перфект. Now your basic concept of perfect tense is a past action that has present results. И время перфект, основная концепция, это действие в прошлом, которое имеет результаты в настоящем. So what do we understand about these Jews now? И что мы понимаем сейчас об этих иудеях? Что мы можем о них сказать? They are saved, they believe in Jesus. Correct. They've been Christians at some point in the past. They've been believers, and that's part of the conversation. You guys То are есть believers. они уже были христианами какое-то время, да, и сейчас это, в общем-то, как бы контекст, в котором Иисус к ним говорит. Он говорит к ним как к верующим. Now this third verb, to continue or to reside in my word, Третье слово здесь «пребудете», да, в нашем тексте. is an aorist tense. Это аорист. So this is the snapshot. Это вот снимок. Yeah. So this is what you do. This is just a whole concept.
То есть, residing in my word. то есть это вот то, что вам нужно делать, да, пребывать в Слове Моем. And then, so often what happens is you have an aorist and a present contrasted with each other. И очень часто случается так, что время аорист и настоящее время, они как в контрасте друг с другом. And this sets up the statement, and this is the focus. То есть с аориста начинается утверждение, но фокус ключевой на том, что сказано, используя время настоящее. So this word is you are truly disciples of mine. И здесь глагол говорит, что вы есть, да, вы как бы вы есть истинно мои ученики. So now Jesus is focusing on what it requires to be a disciple. И здесь Иисус фокусируется на том, что требуется для того, чтобы быть его учеником. And that's the abiding in the word. И требуется пребывать в его слове. And the key is I want you to be a disciple. And that's what you do today. Но ключевая цель здесь, да, что я хочу, чтобы вы были моими учениками. И вот что вам надо для этого делать. Now notice we have two future tense verbs. И потом, обратите, есть два стиха, где используется будущее время. And these are the two verbs in verse 32. Это два глагола в 32 стихе. And so you will know the truth, И and the познаете truth will do something. истину, и истина сделает вас там свободными. So notice the flow here. These are past tense verbs. Обратите внимание, как развивается мысль. Все вот это глаголы прошедшего времени. This is present, Вот это, да, вы истина, это настоящее время. and this is the future. А вот эти два, это будущее. So as you look at a passage, sometimes highlighting verb tenses will help out. И когда вы рассматриваете отрывок, порой указывать время глаголов очень помогает. And if you have a computer program, И если у вас есть компьютерная программа, you can highlight verb tenses. то как бы, с помощью нее вы можете даже выделять глаголы в определенном времени. I like to make present tense green and imperfect tense yellow. То есть я иногда даже люблю в своей программе выделять зеленым там, то, что в настоящем времени, и там, в прошлом And I like to make aorist tense желтым, red because it's in the past. а аорист красным, ну и так далее. And then blue is on the horizon. That's my sky. И So I think голубым future. я выделяю будущее, потому что это горизонт. Еще. Sometimes if you highlight a paragraph, you'll notice red in my color scheme. Make up your own. Red, green, red. И порой в отрывке вы иногда, вот когда так подчеркиваете времена глаголов, вы видите, ага, красный, зеленый, потом красный, дальше. Now what would that tell you? Что это вам говорит? We need to think about it. This is the important piece. This jumps out. Что-то важное происходит, что-то выпрыгивает нам в глаза отсюда. And that's how you talk. That's how you communicate, right? И вот так вам нужно такой же прием используйте, когда доносите информацию до людей, когда говорите людям. You say things in a normal way. Вы говорите что-то обычно, голосом, обычным And then тоном. you jump out А and потом highlight. раз что-то такое подчеркиваете. And then you're back to normal. Поскольку это важно. И потом возвращайтесь к нормальному режиму. And so if say you're married, what do you pay attention to when your wife is talking? Например, если вы в браке, да, на что вы особо обращаете внимание, когда ваша супруга говорит? You pay attention to what Глаголы, сделай. On the verbs, it's do. the loudest thing. Да, то есть вы обращаете внимание как муж на самые громкие выражения, да? Or it may be the pointer. Или, например, на указующий перст. You know, there's a way to highlight. Да, or the silence. That's right. Да, это то есть особые способы, как женщины подчеркивают маркером что-то важное. And guess what? Every person has a different way of highlighting. Ну и, конечно, каждый человек подчеркивает что-то важное своим индивидуальным способом. Some wives are very quiet, Некоторые жены, они очень тихие. and if they start cussing, that's very important. И если они начинают повышать голос, то это очень важно. Some wives cuss all the time, so you don't pay attention. Женщины, они на повышенных тонах говорят постоянно, вы уже перестаете на это реагировать. So, Зато когда тихо, наверное. But when it's silent, very good, very good. Sometimes silence is
the highlight. Да, и порой тишина и молчание может быть вот таким вот маркером, что что-то особенное сейчас. And the point is, John does it differently than Paul, and Paul does it differently than Matthew. И идея в том, что Иоанн расставляет акценты иначе, чем Павел, а Павел расставляет иначе акценты, чем Матфей. And this is what you want to start noticing as you're reading a book of the Bible. И вот на что вам надо обращать внимание, когда вы читаете какую-то любую книгу Библии. So, another way to look at vocabulary. Еще один способ, как вы можете рассматривать слова. Again, if you have a program, you can sort the number of times a word is used. Опять же, если у вас есть программа, вы можете отсортировать, да, какое слово сколько раз используется. For example, the Gospel of John. Например, Евангелие от Иоанна. Pistuo, to believe, Глагол «пестуо» – «верить» is used 75 times as a verb. используется 75 раз как глагол. And if you add the noun usages, I think it's 98 times in the Gospel of John. И если добавить еще как вера именно существительное, то это будет порядка 92-98 в Евангелии от Иоанна использования этого слова. So that means believe is important to John. Это значит, что концепция веры весьма важна для Иоанна. And if you do this for each of your books, whichever book you're studying, you'll notice some vocabulary. Если вы будете делать это с каждой книгой, которую вы исследуете, то вы увидите какой-то особый словарь, да, какие-то слова, которые более часто используются в этой книге. Let's kind of summarize what we're doing here. Давайте подведем какой-то итог тому, чем мы здесь занимаемся. We looked at several examples. Мы рассмотрели несколько примеров. So, first of all, as we're studying a word, Во-первых, когда мы изучаем слово, there are several ways to study a particular word. есть несколько способов изучать конкретное отдельно взятое слово. One of those is etymology. Сначала, во-первых, это этимология, то есть значение слов, like meaning of the word. And that's the meaning of the component parts of a word. То есть этимология это значение составных частей слова. Этимология. Этимология. Like the root of the word. Correct. This is the root of the word. Да, то есть, например, это тогда, когда вы выясняете, какой корень этого слова, да, и какой смысл он несет. Oh goodness. Составных частей слова. And this can be dangerous as etymology. И этимология вообще может быть опасна. Because this part plus this part doesn't always give you the full meaning. Поскольку если вы там берете вот эта часть корень, вот эта часть приставка, далеко не всегда вы получаете полное значение слова. Is the word butterfly similar in Russian? Because it's not butter and it's fly. You see it? You see what I'm saying? Yeah. No, I think they will get it. Okay. То есть в английском слове есть слово butterfly, да? Знакомое, да? Бабочка. Буквально, если вы как бы переведете по частям, да, этимологически, это летающее масло. Butter, масло и fly. Летать. Well, there's Greek words that way. There's Greek words that have two parts that don't have that kind of meaning. Да, и есть такие слова в греческом. Там вроде два слова, составное слово из двух частей, но как бы оно смысл несет совершенно другое, чем просто два слова подряд. Now, the word we saw yesterday was theopneustos, which is God breathed. Слово, которое мы вчера рассматривали, это theopneustos, да, то есть мы перевели как богодухновенность, да, Бог выдохнул. Well, that's a hypoxylogomena, which is a one-time usage word. И это слово используется лишь один раз в Новом Завете. And on that type of thing, Paul made up that word because that's what he meant. И это тот случай, когда Павел просто придумывал слово, он создавал новое слово, богодухновенность, неопнюстос, 1 Тимофея 2:3-14. Потому что, именно это он имел в виду, именно это он хотел донести. And so that type of etymology is very helpful. И в таком случае этимология весьма полезна. And to know the pieces of a word and putting them together. Когда вы в состоянии увидеть, из каких частей состоит слово и как это совместить. But there's a warning that goes with that. Но также есть опасность, да, и нам нужно бдить, когда Also, мы разбираем this is related to the original meaning of the word. И также этимология говорит об изначальном значении слова, оригинальном значении. For example, we saw sin with Homer means miss the mark.
Например, в начале мы говорили уже о том, что грех у Гомера означал промахнуться мимо цели. That's not the definition of sin used in the New Testament. Но в Новом Завете другое определение греха. In the New Testament, sin is transgression against God. В Новом Завете грех — это беззаконие против Бога, преступление против Божьего закона. So that development over time can be helpful if you're careful. Поэтому вот это вот, когда вы исследуете, как значение слова менялось со временем, это может быть полезно, но будьте осторожны. Now our second point is usage or context. Второй пункт нашего внимания — это использование слова в контексте. And so we want to know that words have meaning based on their context. И нам важно знать здесь, что слова имеют определенное значение лишь в определенном контексте. However, this can be confusing. Но, тем не менее, тут можно сбиться с толку. Because a dictionary will give you a range of meanings. Поскольку вам словарь выкатит целый спектр значений, целую простыню, да, там 10 и больше. So the way you would work that is the nearest context. И как вы находите подходящее значение, вы исследуете ближайший контекст. For example, if we're in John here. Например, представим, мы исследуем Евангелие от Иоанна. So how does John use abide or reside? Каким образом Иоанн использует вот этот глагол «пребывать»? Well, the first thing we would look at is the Gospel of John. Ну, во-первых, мы посмотрим значение этого слова в самом Евангелии от Иоанна. And particularly we would look at chapter 8 and maybe chapter 7 or 9. И особенно, если мы исследуем 8 главу, то мы будем смотреть вокруг, да, то есть 7 глава, 9, сама 8 глава. Now, if we still didn't understand this word, we would go to other books that John wrote. Но если мы все равно не понимаем, что же Иоанн имеет в виду под этим словом, мы смотрим другие книги, которые он написал. So we would look at this word in 1st, 2nd, 3rd John and Revelation. То есть мы бы посмотрели, как слово «пребывать» используется в 1, 2, 3 Иоанна и в книге Откровения. Now, if there were still some confusion, если бы еще после этого у нас остались какие-то вопросы, we would look at other writers мы at the посмотрели same time. бы других авторов того же времени. So John writes kind of late, so we would probably stick with Paul's writing. То есть Иоанн, он такой, скажем так, поздний автор, он уже позже свои книги записал, поэтому мы, скорее всего, кто был перед Иоанном, Павел, мы бы его в первую очередь смотрели. That would help out with that usage of the word. И это могло бы нам помочь с вот этим словом «пребывать», что оно означает. Now, if that still didn't help, И если бы это нам не помогло, we may go back to the Septuagint and see how that word is used in the Old Testament. может быть, мы бы открыли Септуагинту и посмотрели, как это слово использовалось в отношении Ветхого Завета. Because we know that John thinks in a very Hebrew manner. Поскольку мы понимаем, что Иоанн мыслит очень по-еврейски. So he would be familiar with the Old Testament. Поэтому он, скорее всего, знаком с Ветхим Заветом. So the Greek words we find in the Old Testament are in the Septuagint translation. Поэтому греческие слова, которые мы видим в Ветхом Завете, это, конечно, не оригинальные слова, это перевод Септуагинта. So that would be our next ring of context to look at. Это уже следующий круг контекста, на который мы бы рассматривали. And then one other ring would be extra biblical writings. Ну и еще один слой контекста — это внебиблейские авторы, ну то есть светские авторы. Maybe look at 1st, 2nd Maccabees. То есть может быть, ну не светские, но, например, 1, 2 Маковеям, да, как там используется. Or some of the other writers. Ну или еще другие. Like And secular authors, you mean? Correct. And so for Yes, Hebrew, this would be important to look at Ugaritic or Assyrian, those words. Для еврейского, да, если какое-то слово непонятное в еврейском, может быть, мы посмотрели, есть ли похожие слова в угаритском, в ассирийском, ну, в ассирийском лексиконе, ну, такого рода, близко. So that's context, and that's how you would work with context on a word. То есть вот так вы работаете с контекстом. Now, a third help in relationship to definitions of words. И третье, что помогает в определении значения отдельных слов, Would be synonyms and antonyms. это синонимы и антонимы. То есть мы до этого говорили этимология части слов, мы говорили контекст, и третье это синонимы и антонимы. And so you can find some of these in a lexicon. И некоторые синонимы и антонимы можно найти в лексиконе, в словаре вашем.
And often it'll have words that have a very similar meaning. И очень часто там могут приводиться в слова, которые имеют очень близкое значение. And from those synonyms, you can see that they have different nuances. И глядя на список синонимов, вы можете понимать, ага, вот эти слова как бы похожи, но в каждом есть свой нюанс. И видно, какие именно нюансы. And antonyms are also helpful. Точно так же антонимы помогают. For example, when we looked at James Например, and Paul with works, посмотрели бы мы с вами в послание Иакова и Римлянам 4 глава, да, послание Павла в отношении дел. faith and works are considered antonyms in both of those contexts. Antonyms, the opposites. Да, вера и дела в обоих контекстах, они как антонимы представляются нам и у Павла, и у Иакова. So that helps us understand that definition. Like in both, okay. Yeah, okay. Yep. And then another ring of context would be parallel passages. Еще один слой, так сказать, круг контекста — это параллельные отрывки. So these are passages that have similar subject matter. So is it like the fourth way to define the word? I'm sorry. Yeah, a fourth way to define terms. Да, значит, мы говорили, да, как найти значение слова. Этимология части слова, контекст ближайший. Третье — это синонимы, антонимы. Четвертое — это параллельные отрывки. Параллельные отрывки. And so, for example, in the Gospels, Например, в Евангелии. we have 3 Gospels that cover many of the same situations. В 3 синоптических Евангелиях описываются во многом одни и те же события, одни и те же ситуации. And so we would see that those words would have similar meanings. И мы увидим, что в каких еще смыслах используется то или иное слово в одной и той же ситуации. Yeah, so or similar subject matters. Или когда, например, авторы затрагивают одни и те же темы. Let's see, like Timothy and Titus. Например, послание Тимофею и послание Титу. They're dealing with setting up a church and with elders. И в одном и в другом послании речь идет о том, как организовать церковь, да, кого ставить, например, старейшинами. So you'd have similar context across those books of the Bible. То есть есть какой-то контекст вот в этих книгах Библии, и это помогает нам, ну, сравнивать слова в разных местах. So the key point of what we've been studying the last 2 hours Итак, ключевое, чем мы занимались последние 2 часа? is the context of a word Контекст слова is what defines it. определяет его значение. And that context is in the sentence, it's in the paragraph, it's in the book, and it's in the 66 books of the Bible. И этот контекст мы находим в предложении, потом в абзаце, потом там в секции, в книге и в конце концов во всех 66 книгах Библии. And so this shows you how important grammar is to understanding your Bible. И это должно показать вам, насколько важна грамматика в понимании вашей Библии. Now I understand grammar is boring, И я знаю, что грамматика такая скучная вообще вещь. but it's part of the structure of that bridge. Но это часть вот этой, это опора, да, часть вот этой конструкции моста. So if we want to get this meaning Поэтому если мы хотим донести значение from God's mind из Божьего разума to our mind, в разумы, во-первых, наших слушателей, we need to recognize that what's been told to us is supported by grammar. нам нужно понимать, что сказанное поддерживается грамматической формой. And it's also supported by the literature Но structure. также поддерживается литературной структурой. And